центр Эстонии. Стал зеленой столицей Европы в 2023-м, уютная версия Скандинавии. Более того, на улицах Таллина так же легко, как чайка, рядом с вами может оказаться заключенный по пути на работу. Новая эстонская тюремная система сегодня одна из самых интересных в Европе, хотя 20 лет назад здесь еще работала батарейная тюрьма. Путеводители называют ее самой страшной достопримечательностью города. Здесь содержали самых опасных преступников, политзаключенных СССР, последняя смертная казнь в 1991 году. Меня закрыли сюда, я еще малолетка был. И тут в двери был глазок. Мне пускали, во-первых, отсюда газ в лицо, а тут наверху есть маленькие дырки, а оттуда заливали ледяной водой. Я не верю, что отсюда можно выйти нормальный человек вообще на волю когда-то. Тут уже вот эта камера свою работу сделала, что ты ненормально выходишь. Батарейная сегодня – это музейный экспонат, где каждый невольно задумается о ценности человеческого отношения. Пицца, лазанья. И здесь заключенные готовят разные красивые блюда. Эстония – уникальный пример того, как страна, выйдя из СССР, смогла за 30 лет полностью изменить концепцию тюрьмы. Вы можете себе представить туалет возле стола в камере? Повторите, что? В этом выпуске об эстонской тюремной системе вы узнаете, во-первых, что такое открытая тюрьма. Ты спишь там, а утром выходишь сюда на волю и пойдешь на работу. Что в Эстонии делают с заключенными, чтобы наркодилер или убивший вышел почти святым человеком? Никогда не использовал. Как им удалось превратить зону в действительно исправительное учреждение? И при чем здесь уважение к человеку? Смотрите. В 2018-м под Таллином открылась крупнейшая в Эстонии новая тюрьма. Да, это похоже на отель. Вот такие камеры на 3 человек. В комплексе есть современная форма заключения – открытая зона. Это тюремная кухня. Здесь у нас есть все необходимое для приготовления еды. Как дома, то есть я могу прийти и готовить, что хочу. Да, почти так. Здесь всегда очень приятно пахнет. Они еще пекут что-то в печи. Даже пироги, торты. У нас находятся те заключенные, которые ведут себя настолько хорошо, что у них может быть это все. Сюда попадают осужденные за относительно легкие преступления или когда срок близок к освобождению. Задача открытой тюрьмы – помочь влиться в общество с наименьшим шоком после изоляции. Хорошее поведение открывает этот постепенный путь к свободе. Плохое немедленно закрывает обратно. Это просто на всякий случай. Никогда не использовал. И нет пистолета? Нет пистолета. Свободно ходишь по территории, ты спишь там, а утром выходишь сюда на волю и пойдешь на работу. Определенное время, по-моему, 5 часов был, ты должен успеть обратно к тюрьму. Переночуешь, утром идешь опять на работу. Сандер Кук был серьезным наркодилером в 2000-х, получил 8 лет. Наш гид знаком лично со старой и новой тюремными системами. Да, это была закрытая камерная система, правильно. Из этих 8 я отсидел, по-моему, тут 2 года или 2,5, и тогда отсюда меня отправили в открытую тюрьму, поселок Руму. Но если сравнить это, где я тут был и где я был открытой тюрьмы, ты живешь, сам себе кормишь, потому что ты работаешь. Этому времени, когда я в открытую тюрьму уже ушел, я тут покаялся, я принял Иисуса Христа, своего Спасителя. И у меня моя жизнь, мои мысли, все начали поменяться на другую сторону. То есть вы даже не пытались? Нет. Зачем?
эта система дает возможность человека вернуться в общество другими, как он попал туда. Последний раз, когда из открытой тюрьмы в Таллине ушел и не вернулся заключенный, был 8 лет назад. Они носят браслеты. Нет, здесь нет. Когда они отсюда идут по делам, никаких браслетов. Это система доверия. Думаю, наша ключевая идея в том, чтобы видеть их людьми, а не преступниками. Мы должны работать над тем, какой будет жизнь после тюрьмы. Важно, что будет после нас. Это важная задача службы исполнения наказания. Стараемся расширять горизонт нашего зрения. У нас есть открытая система, пробация, поддержка. Очень немного людей остаются в тюрьме до конца срока. Мы должны их готовить к самостоятельной жизни снова. С 1997 года в эстонских тюрьмах есть должность тюремного капеллана, священника. Алан Кролл уже 28 лет ведет службы для арестантов. Отказался от успешной карьеры переводчика ради полноценной работы капелланом. В свободное от решеток время Алан читает лекции, большую часть времени занимается душепопечительством заключенных. Знаешь, что самое страшное? Меня начинают посещать греховные мысли. Я уже начал обвинять других людей в том, что они делают что-то неправильно. Стал больше критиковать? Да, я перестал верить в людей, которые приходят снова в центр. Сейчас на твои плечи возложено слишком много обязательств. Надо выбирать моменты для отдыха. Помнишь, во время той критической ситуации ты брал паузу, постился и искал опору в Бога. Я узнал его, когда он был в таллинской тюрьме. Его история – самый радикальный пример перемены человека. Глядя на него, незаметны даже какие-либо признаки прошлого. Походка, как он говорит, как выглядит. Если не заметить тату, у вас не возникнет мысли, что он бывший заключенный. Его последний срок был 17 лет. Константин вышел на свободу 4,5 года назад. А как вам эстонский язык так на слух? Как финский. А вы свободно говорите же, да? Ну, я же в тюрьме выучил. Я взял словарь эстонско-русский. Вот. И теперь я знаю, почему, что как-то у меня и желание было учиться, и мотивация такая непонятная. Потому что если бы я не выучил, наверное, нахально сегодня женат бы не был. Мне с криминалом вообще ничего не связано. Она с высшим экономическим образованием, и Ханна мне потом рассказывала. Мы когда первый раз друг друга увидели, мне она понравилась, сразу она такая скромная, улыбка такая красивая на этой встрече. И она просто потом рассказывала, она мою фамилию увидела, запомнила, и потом решила загуглить. Там говорит, как там всплыло, там все эти судимости. Она там быстро так закрыла компьютер, сказала, слава богу, я его больше не увижу. И... Да, потом на библейке мы снова увиделись. И... В 15 лет Костю посадили за кражи. Тюрьма, это действительно была тюрьма, туда приезжаешь, вот этот запах такой, даже вот эта атмосфера, такая атмосфера страха, злости, вот это там ощущалось реально. То есть вы прям застали, когда она была тюрьмой? Конечно, конечно. Я на малолетнюю тюрьму туда попал, там раньше малолетняя тюрьма была. Зашел в камеру, там в камере, я не знаю, около 100 человек, просто стена людей. Там друг друга там избивали за одежду, там одежду забирали, жесть, что творилось, конечно. А как вы спали там 100 человек? Там по очереди. Там 3 смены. Впечатления такие были, да. Мою раннюю психику очень серьезно, конечно, повлияло. Вся эта злость. И я сразу под Престон попал. И с камеры я просто не мог уйти. Я не мог вот так сказать, что вот я хочу уйти с камеры. И
И я ночью одного человека попросил, он мне ногу сломал, чтобы идти с этой камеры просто. Да, меня там избивали жесть. В 18 лет посадили снова, уже за взрослые кражи. Отец умер во время второго срока от алкоголя. Вышел. Мама чуть не умерла. Отравление алкоголем. Мама нашла нового мужчину, тоже пил. Костя к тому времени тоже пил, принимал наркотики. Школу бросил в 5 классе. Я помню, я дома делал урок по математике. У меня отец был, он с техническим образованием был. И я помню, я не мог решить какую-то задачку простенькую. Там с пункта А в пункт Б там едет автобус. Там. И он подходит, он дал мне подзатыльник и говорит: ты дурак, с тебя никогда не будет толка. После этого момента я перестал вообще учиться. Когда я попал в тюрьму, мне было 22 года, у меня образование было на тот момент 5 классов. Я 5 раз оставался в 5 классе. Отец частенько маму колотил, вот, и я видел насилие домашнее уже с детства. И я с раннего детства убежал с дома и связался с компанией старше меня, с подростками. И знаете, и там я пережил то, что я не пережил дома. Там мы занимались всякими мелкими кражами, там форточки лазили. Я был маленький, худенький, меня всегда брали, что я мог залезть во всякие щели там. И знаете, там я такой уже с младенчества, такого юношеского возраста, я пережил, что вот здесь я нужен, здесь вот меня ценят. Гулянки, пьянки, вот это смысл моей жизни тогда был. У меня не было никаких целей, никаких планов, просто жил. В Иванову ночь я пришел домой и с отчим там, я отчим называл, и у нас там возникла ссора с ним, драка, и во время этой драки я его убил ножом, я сразу попал ему в сердце, и вот тогда мне дали срок, уже 20 лет. И когда мне дали, я хотел вообще, чтобы мне пожизненно дали, если честно, потому что я сидел в тюрьме, я понимал, вся моя жизнь промазана, я понимал, что мне сейчас дадут или пожизненно, или очень много. Я понимал, что меня на воле у меня никого нету, меня никто не любит, я никого не люблю. Я причинил столько вреда, и знаете, для меня самого жизнь моя, она была настолько противна. Я не хотел просто жить вообще. Играй, играй. Тебе лицо не снимут, не волнуйся. Классические закрытые тюрьмы в Эстонии тоже есть, 3 новые. В них находится чуть больше 2000 заключенных. 15 лет назад было в 2 раза больше. Среднестатистический преступник, 40-летний холостой мужчина со средним образованием, часто отбывает наказание за продажу наркотиков вот в таких камерах. У нас есть такой девайс. Это радио. Можно слушать разные каналы. Свет регулируется. Можно дневной, можно ночной. А туалет в камере – это что, другая комната? Да, другая комната. Вы можете себе представить туалет возле стола в камере? Повторите, что? Да, раньше были такие при старой системе, но здесь это отдельное помещение, за дверью. Частное пространство — это важно. Мы не можем это игнорировать. Это уже совершенно модернизированная тюремная система. Полностью завершена реформа инфраструктуры. Только 2- или одноместные камеры. Оснащение с соблюдением прав человека. Наш персонал хорошо образован и подготовлен к необходимым реакциям в критических ситуациях. Но, и мы это подчеркиваем, вместо силы мы должны использовать слова. Коммуникация — основа всего здесь. Ланч окончен, они собираются на учебу и работу. Начинается перемещение по территории. Закрытая зона – это начало исправительного процесса. 25 лет назад в тюрьмах лагерного типа правили профессора тюремных университетов. Наркотики продавали через забор. Министерство юстиции Эстонии в первую очередь ограничило свободу перемещения заключенных строгого режима и сломало субкультурный менталитет. Закон – наша сила здесь. Я прав, Лиз? Вот, пойдем.
Теперь здесь есть индивидуальная программа заключения для каждого. Все, кто может, работают. Это обязательно. Курс освоения новых профессий начинают с клининга, с уборки камер. Человек соглашается на уборку, значит, готов работать над собой. На зоне можно освоить ландшафтное строительство, облицовку, швейное дело, производство мебели или банных печей. Цеха на территории тюрьмы, похожи на маленькие модные заводы. За работу здесь платят. Деньги накапливаются на счетах освобождения, частично могут идти на списание долгов, ну и на приятные актуальные расходы. Если так случилось, что в жизни не получили образование и оказались здесь, мы даем возможность учиться. Это как средняя школа. Есть образование, даем профессиональные навыки. И потом, в будущем, вам будет легче найти работу и начать новую жизнь. Поэтому я говорю, что тюрьма у нас – это место возможностей. Это не наказание. Национальный язык для нас это приоритет. Здесь можно выучить эстонский государственный язык. Более того, мы платим за это. Вы удивлены? Это сегодняшний тюремный ланч, такой же, как был в камерах. В общем, еду здесь для всех готовят заключенные. В меню сегодня ризотто, фиш-суп, салат. Я хочу сразу что сказать. Здесь невероятно оптимистичная, дружелюбная атмосфера. Пока что это удивительно. Все улыбаются, все смеются. Как будто санатория не Как вы нашли таких хороших поваров среди заключенных? Мы их обучаем. У нас есть кейтеринг. Для этого приезжают профессионалы. За работу на кухне мы платим зарплату. Персонал может покупать и себе ланч. Это тоже часть реабилитационного процесса. Был случай недавно. Один заключенный вернулся очень поздно вечером в тюрьму, после суда. Вся еда к тому времени была выдана. Он спросил охранника, что же делать. Он был голоден, и никто уже ничего не мог приготовить. Кухня уже была закрыта. Какое было решение? Охранник взял свой ужин в ланчбоксе и отдал его заключенному. И я думаю, это то, что невозможно было вообразить 20 лет назад. Здесь у осужденного с самого начала есть свой инспектор «Доверенное лицо». Он помогает следовать плану реабилитации и учитывает потребности. Есть волонтеры, психологи, медицинское обслуживание, библиотеки, конечно. Свидания, телефонные разговоры, даже краткосрочные выезды к близким. Как правило, человек начинает срок в закрытой зоне, откуда его могут перевести в открытую. Мы используем систему пробации, когда человек выходит на свободу, чтобы снизить число рецидивов. Но тот, кто остается преступником, будет изолирован в тюрьме. Мы видим, что в эстонских тюрьмах есть еще люди, застрявшие в криминальном круге. Причина в социальных проблемах. Нет дома, нет работы, зависимость. Чтобы справиться с этими проблемами, важна система пробации, сервисы поддержки после освобождения. Для этого за 6 месяцев до освобождения появляется опорное лицо, помогает заранее найти работу, жилье, встречает в момент выхода и годами может сопровождать человека. Если негде жить, есть реабилитационные центры. Мы предоставляем эти сервисы, чтобы помочь человеку встроиться в социальную систему. Государство платит за это. И давайте, чтобы всем хлеба хватало. Доброе утро. Давайте откроем свои сердца, благодарим Бога за этот день, за эту пищу, за эти возможности, что у нас есть. Молитва покаяния. Кто со мной, можете повторить. Отец Небесный, я признаю, что я грешный. Центральный рынок Таллина, 7 утра. Я верю, что Иисус Христос. Уже 6 лет, каждую пятницу, Сандер с товарищами привозят сюда суп, чай, кормят бездомных. И он воскрес 3 дня спустя. Я знаю, что это от Бога появился любовь к этим людям.
Я не могу с этим ничего сделать, потому что я хочу это сделать. Они реально, они здорово, они внутри их такой другой, это человек внутри этого грязи, что вокруг, и реально хорошие люди. Там это семчужина внутри их. Просьба помолиться за братья, за Алексея, за Юру, за... Константин стал пастором, возглавил реабилитационный центр. Вернувшись, закончил библейскую школу и курсы опорных лиц. Он и Ханна теперь те самые волонтеры-менторы эстонской системы пробации. Помогают другим не вернуться в тюрьму. Ежегодно в Эстонии снижается количество преступлений. Рецидивов меньше на 31%. Государство уже рассматривает возможность открыть доступ в интернет в тюрьме и видеозвонки близким. Во время отбывания срока заключенный может не просто жаловаться в суд на что-то, может выигрывать у тюрьмы дела. В этом нет ничего неверного. Если заключенный выигрывает суд, а мы делаем что-то не так, мы исправляем свою ошибку. В первую очередь мы уважаем человеческое достоинство. Еще, у нас нулевой уровень толерантности к насилию. Ни со стороны заключенных, ни со стороны охраны. Насилие недопустимо. Я думаю, что это простая ценность – не осуждать чрезмерно. Мы понимаем, что гибкая охрана, которая основана на человеческом отношении, работает лучше, чем пистолеты. Были исследования, одно американское, о том, как и почему психологические и социальные программы действуют в тюремной системе. Результат был удручающий. Ничего не работает. Доказано статистически. Ничего, кроме обращения в религию. Когда доходит до безнадежных случаев, есть только две возможности помочь им, заключенным. Найти мотивацию, чтобы выбраться из порочной системы. Полюбить, безумно влюбиться в кого-то или обрести веру. И сейчас, вот, например, в данный момент я понимаю, что каким я должен быть отцом для Луки. Как бы вот, я просто знаю, какие ошибки должен сделать я. И я смог отца простить, потому что я понял, что он мне не дал это не потому, что, может, он не хотел, а потому что он не умел. Он сам это не получил. Он сам как бы не рос в такой семье, где обнимают, целуют, хвалят. Да, и теперь я понимаю, каких ошибок нельзя делать. И я их не сделаю. Просто это хороший пример для меня, и урок был. Вот, и я знаю теперь, какую роль в нашей жизни имеют слова, которые мы говорим. Поэтому я никогда, например, своему сыну не скажу ничего такого, чтобы унизило его самооценку или еще что-то. Эстония – уникальный пример того, как страна за 30 лет сделала тюрьму системой европейских ценностей. Самое удивительное для меня – она сделала ее местом, где учится любить человека и уважать его права.